Так, ребята, первый тест будет у нас часов, сколько они продержат. Вот зарядил их до 100% сейчас. И мы начнем, значит, в течение дня, сколько времени пройдет. Время сейчас, как вы видите, 20 пятница, 09:28. И в течение дня я буду засекать, посмотрим, сколько до нончера останется заряда. Значит, что у меня здесь включено, смотрим. Wi-Fi у меня включен. У меня, значит, вот так вот включена подсветочка. Дальше, что у меня, значит, еще есть? GPS, NFC включен. Все. Ну, естественно, они у меня всегда подключены к телефончику. Ну, а дальше уже будем смотреть. Так, ребятушки, тест продолжается. 17:22. Как вы видите, сейчас. За это время 69, смотрите, заряд. За это время я уже этими часами воспользовался и видос не один, так, ну, так скажем, да, плюс постоянно там в настроечках лажу и так далее и тому подобное, как бы, ну, они включены довольно-таки постоянно, другими словами. Сейчас вот еду. На мой взгляд, вполне прилично держит батарею. Ну, конечно же, это на мой взгляд. А дальше посмотрим, как там. Время, дорогие друзья, 20:57. Ну, почти 21:00. Батарейки. Сейчас скажу, сколько за рулем. Просто опять я за рулем. 57%. 57%. Вот с 9:20, посмотрите, сколько прошло, да, уже 12 часов, короче, 50%. Ну, как я уже говорил, многое я уже что там делал, в часиках, естественно. Ну, пока нормально, в принципе. Galaxy Watch 3 у меня, в принципе, по разряду то же самое было. Так, ребятушки, еду на работу. 6 часов 12 минут. У меня еще на часах 29, да, процентов. Это еще помимо этого мне пришлось их вчера дважды переподключать. Перепрошивал свой смартфон и поэтому 2 раза еще их переподключал. Поэтому, ну нормально, нормально. Так, дорогие друзья, ну вот закончился мой первый тест, да, по автономности, да, сколько продержались мои часики. В данном случае 25 с лишним часов и 12% заряда еще осталось. Что значит, у меня был включен GPS, был включен, Always Display я не включал. Вот такой вот у меня был, да, как вы видите, экран на такой вот мощности освещения. Далее NFC у меня включен там ну и так далее и тому подобное, да. Потом, плюс у меня стояла программка здесь автоматом, которая жрала 30%, это я уже после увидел. И к тому же еще мне пришлось дважды переподключать мои часы и по новой настраивать со своим смартфоном, так как я на смартфоне менял регион на российский. И, естественно, 2 раза его скидывал, сбрасывал, не получалось поначалу. Поэтому дважды я перенастраивал, и дважды переподключал и настраивал, вернее. Соответственно, зарядочку это тоже подкушало. Но думаю, что если у вас будет включен Always Display, не более 15 часов они продержатся. Если вы часто тренируетесь, наверное, ждет такой же результат. Ну, думаю, наверное, где-то так. Ну, в принципе, для меня это не проблема. Как бы Galaxy Watch 3, они примерно так же держат батареечку. Не больше и не меньше. Розетки всегда есть, зарядочка есть. Пожалуйста, поставил, зарядил. Заряжаются они дольше или меньше, еще пока не проверял. Ну вот этот моментик сейчас как раз таки и проверю. С 12% до 100, за сколько он меня времени зарядит, и батареечку полностью. И напишу это потом в сообществе, чтобы вы знали. Поэтому жду от вас комментариев. Возможно, у кого-то есть Galaxy Watch 4 тоже уже классик, и вы достигли больших результатов по автономности. Поделитесь, как вы это сделали, либо наоборот. Ну и вообще, что вы об этом думаете. Ставьте свои лайки, естественно, подписывайтесь на канал. Ну и поставьте уведомления, колокольчик жмякни, и тогда не пропустишь ни одного видео. А теперь у меня их будет поболее.
потому что теперь двое часов, один на Tizen, другой на Wear OS, и, соответственно, на обоих я буду писать видео. Пока и до новых встреч!